Привет всем! Вы на канале Кубачинского серебра. Сегодня мы вам покажем очень красивый, очень популярный набор серебряных столовых приборов. Называется лазурный. Вот в таком вот чемоданчике он поставляется. Очень удобно, с ручкой. Чемоданчик можно держать и переносить за вот такую ручку. Но в комплекте мы даем наши фирменные пакеты магазинные. Он как раз чемоданчик помещается в эти пакеты с нашим логотипом, с нашими данными. Но вдруг, если пакета у вас не осталось, вот эта ручка, она вам всегда поможет в переноске этого набора. Темно-синий бархат у коробки и снаружи, и изнутри. И здесь вот такие замочки, которые закрывают его, и коробочка не открывается при переноске. Как вы видите, изнутри тоже все обшито темно-синим бархатом. Вот такой вот набор. Называется лазурный. Это столовый набор. 24 предмета. 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей, 6 чайных ложек. Вот детально сейчас вы можете рассмотреть, насколько он красивый. Теперь поподробнее по каждому предмету. Начнем с ножа. Такой вот узор. Очень глубокая чеканка идет. Вот здесь вы можете видеть, стоят два клейма: проба пробирной палаты, именник изготовителя, вместе соединения с лезвием на ручке. Почему? Потому что лезвие это нержавеющая сталь, а ручка это серебро. И лезвия никогда не бывают серебряными. На серебряных столовых наборах, серебряных приборов всегда бывает все серебряное, кроме лезвий. Почему? Потому что серебро очень мягкий металл. А так как все у нас столовые приборы идут 925 пробы, это очень мягкий металл. Поэтому никогда вы не сможете серебряным лезвием что-то порезать. Очень мягкий металл, и практически будет у вас набор, толку не будет от этих лезвий. Поэтому с практической точки зрения это делается именно вот так вот. Лезвия всегда бывают нержавеющая сталь, ручка и все остальное, вилки, ложки столовые, ложки чайные и ручка у ножа всегда бывает чистое серебро, 925 проба. Вот такой вот с двух сторон рисунок у ножа. На ноже бывает вот в этом месте всегда проба на одной из сторон ножа. Двусторонний рисунок. Длина ножа 24 сантиметра и 4 миллиметра. Вилка тоже имеет вот такой рисунок. Очень глубокая чеканка. Очень красивая гравировка. Но вилка односторонняя. Вот задняя сторона гладкая. В принципе, если делать какие-то вензеля, гравировку, то задняя сторона в этом плане выручает, потому что здесь места нету что-то надписать. На вилке вот сзади вы видите тоже два клейма: проба пробирной палаты, именник изготовителя. Ставится два клейма. На лицевой части никогда не ставится, только на задней ставятся пробы, именники. Именник дается пробирной палатой каждому мастеру сроком на 1 год. И в дальнейшем либо продлевается, либо нет. Длина вилки 20 сантиметров. Ложка столовая тоже имеет вот такой вот рисунок. Задняя сторона опять-таки гладкая, сзади тоже стоят пробы. Довольно-таки тяжелые предметы. Общий вес набора 1 килограмм 300
37 грамм. Ну, плюс-минус всегда бывает там 3-4 грамма погрешности. 20 сантиметров тоже ложка. Ну и чайная. Чайная такая же, как столовая, только маленькая. У нее длина 14 сантиметров. Чайные ложки это стандарт. Для них размер 14 сантиметров. Даже у десертных наборов идут чайные ложки размером 14 сантиметров. И еще один совет по коробке. Вот здесь вы видите такие резиночки, на которых они держатся, эти приборы. Если вы будете тянуть ножик на себя, то вот этим заостренным лезвием, здесь вы можете видеть зазубрины даже есть на половине лезвия, ножик порежет эту резиночку, и вы не сможете потом обратно его зафиксировать. Поэтому ножи вытаскивайте вперед. Вилки, ложки, ножи, все очень легко вытаскивается, но надо вытаскивать вперед именно ножи, чтобы не порезать резинку. Если вы на подарок дарите, то сложно будет потом это все восстановить, придется вам обращаться к нам. Здесь также стоит фиксатор у коробки. Это такой ремешок, который не дает ей открыться более чем на 90 градусов. Если туда сильно вы толкнете коробку рукой, то этот фиксатор порвется. В принципе, ничего страшного не произойдет. У вас просто коробка будет открываться на 180 градусов, полностью ложиться будет. А так вот, чтобы туда сильно, если не будете толкать, в этом плане у вас проблем не будет. Коробка будет вот так вот открываться. Значит, 24 предмета. Набор. Многие, кстати, спрашивают, как ухаживать. Моете, если вы пользуетесь этим набором как обычными предметами столовыми дома, то моете тем же хозяйственным мылом, можно фейри, можно мыть амвеевскими средствами. Нанесли на мягкую сторону губки, до пенки натерли, смыли под теплой проточной водой и вытерли сухим полотенцем. Никаких проблем у вас не будет. Можно мыть также и в посудомоечной машине. Только желательно, конечно, пользоваться сертифицированными моющими вот этими средствами, не какими-то непроверенными там, но желательно сертифицированными. Поэтому тоже проблем никаких в этом плане не будет. Вот такой вот набор. Подробная информация со всеми характеристиками у нас на сайте. При нажатии на фотографию открывается карточка товара, и вы можете все подробно там посмотреть. Там и цены, и размеры, и параметры, фотографии. Поэтому для клиентов нашего канала YouTube мы, значит, предлагаем подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. Можете задавать вопросы в комментариях. Также у нас на сайте есть отзывы. Ссылка на адрес сайта под видео в описании. Подписывайтесь на канал. Ждем вас на просмотре следующих видео. До скорых встреч.